Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем расклад на тему «Срочное известие для вас от высших сил». Что может произойти в ближайшее время и о чем вас хотят предупредить высшие силы, хочет предупредить Вселенная. Возможно, если это нечто не совсем позитивное, может быть, есть некие пути, способы для того, чтобы это предотвратить, или наоборот мы получим очень счастливые, светлые известия о том, что должно произойти в ближайшее время. Использовать буду красивейшую колоду славянских легенд. А вы сосредоточьтесь, мои драгоценные, на себе любимых. Благодарю вас за донаты, спонсорам низкий поклон, за комментарии, за лайки, за подписки, за все способы поддержки моего канала. Очень нежно вас люблю. Итак, что может произойти в ближайшее время? Чего не избежать? Какие дадут вам сейчас подсказки высшие силы о том, где подстелить, возможно, себе соломочки? Мне показывают вас как человека, который занят повседневными делами. Обычная жизнь у вас сейчас. Многие из вас могут быть увлечены работой или поиском работы. Но вообще просто обычный такой спокойный, более или менее период в вашей жизни. Как будто ничего такого яркого не происходит. Ну, посмотрим, возможно, все изменится. Давайте вас посмотрим, какими энергиями вы сейчас окружены, что нам покажут. Любознательная вы или любознательный, неважно, вы женщина, мужчина. Если вы мужчина, просто перекладывайте, пожалуйста, информацию на свою половую принадлежность. У вас есть желание, возможно, что-то новое начать, у вас есть желание чему-то обучаться, у вас есть желание, возможно, даже с нуля начать некое занятие, но есть мечта, что вы можете из студента, из ученика вырасти в большого мастера. Если вы скажете, что нет, а вы покопайтесь, пожалуйста, в своих мечтах, которые, возможно, вы куда-то далеко очень задвинули, да, не на первом плане они у вас стоят, и вы поймете, что на самом деле это в вас есть. Вам хочется чего-то нового, вам хочется обновления, вам хочется оживления в вашей жизни, и вам хочется чего-то связанного именно с вашей деятельностью, чтобы что-то изменилось в лучшую, более яркую, более интересную сторону, так можно сказать. Очень хорошо, если вы действительно начнете чему-то обучаться, потому что Паш — это всегда начало, Паш — это всегда новые такие яркие, очень активные энергии, и Паш, он действительно из мальчика маленького может вырасти в императора, а то и в иерофанта. Еще, вообще вы в душе очень такой искренний, открытый человек, очень честный, очень таких правильных, я бы сказала, с точки зрения общественной морали, принципов. Вы такой человек, победитель по натуре. Смотрите, у вас как бы вот по судьбе вам идет быть победителем, достигать больших успехов, больших высот, возможно, в карьере или же даже просто если вы в семье, к примеру, находите счастье свое и свою самореализацию находите именно в семье, у вас все должно спориться, все должно получаться. Если не получается, значит просто не настал еще тот момент. Кармически важный момент, чтобы это наконец-то произошло. А что произошло? Вы наконец почувствовали удовлетворение. Вы наконец-то почувствовали, что да, я это сделала. Кстати, вот эти вот моменты, когда вы чувствуете вкус победы, и ощущение «я это сделала» очень-очень важно для вас. Самореализация важна очень-очень для каждого из вас, кто смотрит этот расклад. Вот так вас сейчас показывают. Достаточно амбициозный вы человек. Можете, конечно, когда-то и пасовать перед трудностями, крылышки складывать, но вообще, по сути, вы победитель. И вкус победы, в чем бы то ни было, дает вам невероятное ощущение кайфа. Вот это то, что по-настоящему вас возносит на Олимп счастья. Признание тоже очень для вас важно. Но давайте смотреть, что сейчас для вас важно действительно. Как высшие силы видят некие такие аспекты, которые особенно для вас сейчас важны. У многих из вас может складываться впечатление, что все рушится.
ваша вера даже, возможно, ваши убеждения, что-то в вашей жизни резко очень меняется, вас это может пугать. Это я говорю для тех, у кого такое ощущение возникает. Сейчас ничего удивительного в этой обстановке в мире, которая, да, у нас на данный момент присутствует, да и вообще глобальные такие перемены происходят. Каждый из нас может чувствовать некую неуверенность в завтрашнем дне, и кажется, что что-то рушится. Несмотря на то, что вы сейчас в работе, в своих заботах, стараетесь как-то заниматься обычной своей жизнью, да, однако же у многих из вас может быть такое ощущение, что почва из-под ног уходит. Не бойтесь этого, это к лучшему. Те перемены, которые у вас сейчас происходят, они произойдут в ближайшее время. Сейчас может быть и нет, сейчас может быть все спокойно. Мы смотрим расклад, который может отыгрываться сегодня, в ближайшее время, некий такой промежуток, это могло начать происходить и до этого расклада, или же в ближайшем будущем начнется. Ощущение того, что теряете почву под ногами. Не бойтесь и примите те перемены, которые к вам спешат. Для очень многих из вас здесь по этому аркану так идет, что вам даже необходимы кардинальные перемены в вашей жизни. Что-то вам необходимо поменять очень конкретно и очень серьезно, практически до основания. Если вы уже чувствуете, что происходят какие-то события в вашей жизни, которые как раз и рушат ваши прежние устои, представления о мире, возможно, вам кажется, что в принципе, вашу стабильность, устойчивость сейчас вы теряете. Вы этого не бойтесь. Не бойтесь. Это необходимо. Это как обновление. Очищение вас, обновление. Если вы почувствуете такие энергии в ближайшее время, даже не сопротивляйтесь им. То, что должно произойти, обязательно произойдет, и это будет как ваше очищение. Я не могу вам точно сказать, что именно, какие процессы. Здесь может быть огромное количество, огромный список всевозможных процессов, но это радикальные изменения. Это очень серьезные перемены, когда кажется, что все рушится полностью, до основания ничего не остается. А потом на этом месте выстраивается новый белокаменный, крепкий, прекрасный замок, который будет стоять веками, если не вечно, и будет чем-то таким настоящим. Могут рассыпаться ваши воздушные замки, которые вы сами построили у себя, иллюзии ваши. Возможно, вы питали иллюзии по поводу кого-то или чего-то, и эти иллюзии, они могут рухнуть в ближайшее же время. Но я еще раз повторяюсь, не бойтесь ничего. Если вы почувствуете такой вот очень конкретной силы ветер перемен, не сопротивляйтесь. Не сопротивляйтесь этому, это для вас к лучшему. Примите эти перемены, знайте, что все будет замечательно. Очень многие из вас, они действительно, возможно, даже вы жаждете перемен. Если не хотите перемен, наоборот, обосновались в своей зоне комфорта, знайте, что никогда никакого прогресса не бывает в жизни без выхода из зоны комфорта. И если вас сама судьба из этой зоны комфорта вышвырнет, вытащит, не сопротивляйтесь. Это к лучшему. Это, кстати, очень прекрасный такой, замечательный даже аркан. Он выглядит несколько зловеще, но на самом деле энергетика у него вот такая. Перемены, которые вам необходимы. Даже если они резкие, даже если кажется, что больно, не хотите вы этого. Тем более, насколько тяжело нам порой выходить из своей зоны комфорта, правда же? И из своих неких таких вот рамок, которые мы сами себе в жизни выстраиваем. Как будто забором себя защитным выстраиваем забор вокруг себя защитный. И вот мы там в своем мирке сидим спокойненько, чтобы нас не трогали. Так вот, эта история сейчас о том, что, возможно, даже и забор этот придется разрушить, для того, чтобы более серьезные масштабные перемены в вашу жизнь вошли и очистили вас, и дали вам силы на дальнейшую жизнь и дальнейшее счастье, не побоюсь этого слова. Еще... Что для вас сейчас очень важно? Вам необходимо что-то в своей жизни завершить. Есть какая-то незаконченная история. Не знаю, мои дорогие, с чем это связано. Может быть, связано с вашей профессиональной деятельностью. Допустим, вам уже надоело чем-то, к примеру, заниматься. Или же вы хотите действительно каких-то очень серьезных перемен для того, чтобы перспективы новые получить. Это может касаться ваших отношений. Допустим, вы находитесь в странных, непонятных или, не дай бог, но деструктивных отношениях. Вы понимаете, что давно пора это завершать. Давно пора уже... заканчивать этот цикл и искать, наконец-то,
успокоение в самой себе, и счастье, мир, гармонию в самой себе, в самом себе. Вам необходимо что-то закрыть, что-то закончить для того, чтобы обрести эмоциональный баланс, для того, чтобы обрести гармонию. Нет гармонии как раз из-за того, что вы понимаете, что что-то нужно изменить, что-то нужно завершить. Но это или не происходило, и сейчас будет происходить, значит, судьба сама сделает эту работу для вас, чтобы все это, все то, что должно измениться, уйти в прошлое, чтобы оно ушло в прошлое и завершилось. И вы, конечно, можете помочь себе тем, что сами можете самостоятельно этот процесс некий закрыть, что-то завершить. Не бойтесь, смотрите, здесь идет башня, а дальше мир. То, что должно закрыться, завершиться, разрушиться, уйти из вашей жизни, оно уйдет. Но это приведет к вашему обновлению, к вашему очищению, к вашему возрождению. Не противьтесь этому, а наоборот, даже не сопротивляйтесь ни в коем случае, а наоборот, возможно, даже помогайте высшим силам в этом. Не сопротивляйтесь, потому что бесполезно сопротивление. То, что уйдет, то уйдет. Что может произойти? Что может произойти? Перемены мы поняли. Что еще может произойти в вашей жизни такого очень важного, на что нам хотят сейчас обратить внимание высшие силы? Здесь полностью выходит информация о том, что вам просто необходимо... Вот сейчас идет так, вот этот ряд для тех, девочки, кто хочет заняться чем-то новым, кто хочет открыть для себя новую деятельность, чему-то обучиться новому, или, возможно, как-то улучшить свои профессиональные навыки, некие такие модернизацию своей теперешней деятельности произвести. Вот полностью вышел такой, девочки, сейчас ряд, и вам говорят высшие силы: мы тебя сейчас в этом поддерживаем, мы даем тебе шанс на то, чтобы ты это сделал или сделала. Знай, что тебе придется начинать сначала. С самого начала, с нуля. Ты будешь на том поприще, которое выберешь себе, в том занятии, которым займешься, скорее всего, ты будешь маленьким пажиком. Так же, как у нас в начале паж вышел, и здесь тоже выходит паж, который начинает свой путь, только-только начинает свой путь. И это именно путь в каком-то занятии, возможно, в профессии, в деятельности в некой. И мы даем тебе шанс на развитие. Причем мы даем тебе такой шанс, что... Если ты бы знала бы, да, сколько это серьезные шансы, какие горизонты перед тобой могут открыться, у тебя закружилась бы голова от, наверное, даже ощущения нереальности перспектив, которые могут быть. Это кармически не просто важный шанс, возможно, это шанс, который дается единственный раз в жизни. И это касается именно вашей деятельности. Не зря мы заговорили с вами о самореализации в начале. Это здесь тоже идет речь о самореализации и о неком занятии. Так вот, если вы давно мечтали сменить род деятельности или заняться чем-то новым, вот такие перемены в свою жизнь впустить, самое время делать это именно сейчас. В ближайшее же время для вас откроются двери, распахнутся. Пойдете вы в эти двери или спасуете и пойдете обратно, это очень большой знак вопроса. Карты Таро нам показывают, что может произойти, а вы рулевой своей жизни, и вы сами выбираете свой путь. Так вот, знаете, если вы, давайте я спрошу, а если вы откажетесь от возможности этого развития, то что? Никуда не денетесь. Вы никуда не денетесь, все равно, поскольку у вас есть желание этого обновления, да, то даже если вы начнете отказываться в душе, пасовать, бояться, все равно вас судьба, Вселенная подтолкнет на то, чтобы вы действовали. Для очень многих из вас пришел момент для того, чтобы по-настоящему самореализоваться. Еще здесь идет речь, конечно, о вопросе миссии, вашего предназначения. Кстати, в ближайшие же дни я вам обещала, что сделаю расклад, он у меня уже практически в голове созрел о предназначении. Я обязательно в ближайшие прям дни вам сделаю этот расклад. Мне нужно было для него созреть, вот сейчас я уже созрела. Так вот, и этот расклад мне указывает на то, что давай, Марина, делай, пора, действуй, пора делать этот расклад. Как бы вы даже не сопротивлялись внутренне, если некие блоки у вас возникнут, вас все равно сама Вселенная подтолкнет на действие. Ничего не бойтесь, действуйте. Даже если эти перемены будут связаны с, я вам уже сказала, с чем, даже с разрушением чего-то, ваших предыдущих стереотипов, именно стереотипов.
потому что мы очень многие, да почти все из нас, кроме самых просветленных, все-таки живем некими стереотипами. Не бойтесь этих перемен. Перемены глобальные могут произойти, перемены очень серьезные, но самое главное – этот шанс в свою жизнь впустить. Не нужно отказываться от этого драгоценнейшего шанса. На что вам нужно обратить внимание? Мы поняли, что сегодня разговор у нас о глобальных переменах и об отпускании в прошлого чего-то, что уже пора отпустить, и причем окончательно, полностью, бесповоротно. Пусть это касается вашей сферы деятельности, или это касается ваших чувств, или еще чего-то, но это пора отпускать. Знаете, что какой-то важный такой большой отрезок, период вашей жизни сейчас подходит к концу. Все закрываете, все заканчиваете, возрождаетесь к новому. Как бы начинаете что-то с нуля. Даже если у вас сейчас устоявшиеся жизни, как я вам уже сказала, вы находитесь в зоне комфорта, все равно вы никуда не денетесь от тех перемен, которые вот-вот у вас уже стоят на пороге. И это перемена исключительно к лучшему. Как-то можете вы этим процессом руководить, себе помочь для того, чтобы все состоялось более или менее благополучно, да, в тех переменах, которые мы видим. А смотрите, у нас какой вышел аркан. Семерка пентаклей, причем в этой колоде такой замечательный этот аркан. Смотрите, девушка из леечки поливает свой урожай. Она посадила, подсолнушки у нее здесь растут, такие пентаклевые. Она эти цветочки посадила, они растут. Да, они еще не готовы к тому, чтобы собрать урожай. Но девушка поливает их тщательно. Девушка не ленится. Каждый день она ухаживает за своими цветочками. И она знает, что обязательно будет прекрасный урожай со временем, не прямо сейчас. То есть вам говорят, никуда не спешите. Поспешишь, людей насмешишь. Замечательная мудрость, которая работает здесь на все 100%. Для того, чтобы эти перемены состоялись в вашей жизни, во-первых, их надо принять. Во-вторых, проявить инициативу. То есть вам нужно действительно понять, чего вы хотите. И, конечно, действовать, принять шанс от высших сил, поддержку высших сил, действовать, в том числе о предназначении. Я не зря вам сказала, здесь идет речь, потому что очень многие из вас могут как раз в ближайшем будущем найти свое предназначение, открыть свое предназначение. Но здесь нельзя спешить, здесь нельзя все как-то вот с кондачка решать, да, для себя. Здесь нужно терпение. Знаете, что любому фрукту, любому овощу свое время, соответственно, и вы расцветете в той сфере деятельности или в новых отношениях, которые вам судьба даст шанс на построение новых отношений. Вы в этом расцветете обязательно, но со временем. Здесь не бывает так все нахрапом, просто так, да, бах, и случилось что-то такое в вашей жизни, и вы сразу же или разбогатели, или стали шикарным мастером, профессионалом своего дела, или встретили принца на белом коне, который вас усадил на этого коня и увез в 30-е государство. Здесь нужно время для того, чтобы плод созрел. Не нужно спешить, не нужно суетиться, не нужно переживать. Страхи, все сомнения отправляем в прошлое. Принимаем шанс от Вселенной, не боимся освобождаться от лишнего хлама, как в вашей душе, так и вокруг вас. Кстати, очистите пространство вокруг себя. Сделайте уборку в своем доме, уберите лишние вещи все, это тоже важно. Энергия захламленности в вашей жизни, как лишними эмоциями, мыслями, так и лишними вещами, хламом вокруг вас, она вас задерживает в негативных потоках различных энергий, не дает вам возможности по-настоящему развиваться, идти вперед. В общем, сделайте такую генеральную чистку как своего сознания, так и пространства вокруг вас. И просто тщательно ухаживайте за своим урожаем. Важно, семя посеяли и тщательно ухаживайте за своим урожаем. И обязательно вырастут великолепные плоды, которые вас, безусловно, порадуют, несказанно порадуют. И это вам предстоит все в ближайшем будущем. Я вам рассказываю о том, что мне сейчас показывают карты Таро, а вы будете впоследствии сопоставлять с тем, что будет происходить в вашей жизни. Но процесс этот уже запущен. На самом деле это все уже происходит. Вы уже находитесь на том пути, о котором мы сегодня с вами говорим в этом раскладе. И это замечательно. Будьте упорны и будьте терпеливы. Ухаживайте, как эта девушка, за своим урожаем, и вы получите плоды. Даже не сомневайтесь в этом.
О чем хотят вас предупредить сейчас высшие силы? О чем хотят предупредить? Ага. Значит, смотрите, вот по этому аркану я вам так скажу. Замечательно, когда у человека есть много планов, много мыслей, много мечтает человек, когда, да? Но наступает в жизни все-таки такой момент, когда нужно выбрать что-то одно. Смотрите, на этом кубке, на этом аркане, вернее, извините, 7 кубков. На этот кубок вот смотрю, почему-то у меня упал мой взгляд туда, мое внимание привлек этот кубок. Но они все замечательные, все красивые. За 2, за 3, за 5 зайцами вы, если будете бежать, вы ни одного в итоге не поймаете. И вот вам говорят, возможно, в чем-то вы не видите в жизни важном очень, как раз в том, о чем мы говорим весь расклад. Вы не можете сконцентрироваться, не можете свой взгляд в одну сторону направить, не можете собрать волю в кулак, не можете поставить цели, не можете двигаться к результату четко, потому что у вас рассеянное внимание, и много может быть разных желаний, очень много можете питать иллюзий и не видеть реальности. Соберитесь. Вам говорят, соберитесь, соберите свою волю в кулак, соберите, превратите, вернее, свои иллюзии в какие-то реальные формы. Наконец-то выберите свой кубок. Да, здесь 7 кубков. И хочется и это, и это, и вот это, и вот это, и вот это, и это. Все хочется. Но за 7 зайцами вы точно не сможете успеть. Вам нужно выбрать что-то одно. Это очень важно. Научитесь концентрироваться на чем-то важном. Хорошо мечтать, хорошо иметь много планов, хорошо иметь много желаний, все это замечательно. Но для того, чтобы добиваться результатов, особенно это касается, конечно, профессиональной деятельности, да даже и человека вашего любимого, нужно уметь концентрироваться на чем-то одном и основной свой поток своей энергии направлять именно туда, в этом направлении. Это вам будет как такой комментарий, совет, возможно, на что хотят обратить внимание высшие силы сейчас. Замечательный получился расклад. Благодарю вас, мои драгоценные, за то, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. На YouTube нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Благодарю вас за лайк, за теплый комментарий. Всех очень нежно люблю. Желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.